Молодой человек по имени Джек был представителем золотой молодежи, живущий в роскоши и комфорте. Его отец, известный бизнесмен, обладал огромным состоянием. И Джек никогда ни в чем себе не отказывал. Он жил в роскошном доме, окруженном зелеными садами, и ездил на дорогих автомобилях последней модели. Каждую неделю он устраивал вечеринки, на которых собирались его друзья и знакомые, чтобы весело провести время. Джек был уверен в себе и пользовался популярностью среди девушек, которые стремились привлечь его внимание. Однажды, во время очередной вечеринки, Джек и его друзья решили поиграть в азартную игру, где каждый должен был выполнить задание, если проиграет. В какой-то момент Джек, уверенный в своей удаче, бросил вызов своим друзьям. Однако ему не повезло, и он проиграл. В качестве шутки его друзья загадали ему необычное желание – жениться на толстой девушке. Джек был в шоке от такого поворота событий, но спор был для него священным, и он не мог отказаться. Он решил, что раз уж так сложилось, то выполнит это задание с достоинством. Несколько дней спустя Джек встретил Эмили в местном клубе. Она была полной, но уверенной в себе девушкой, которая не стеснялась своей внешности и всегда искренне улыбалась. Джек начал с ней общаться, и они быстро нашли общий язык. Эмили не догадывалась о истинных мотивах Джека и думала, что он искренне заинтересован в ней. Они проводили время вместе, гуляли по городу, смеялись и делились мечтами. Джек начал чувствовать себя комфортно рядом с Эмили, но в глубине души он знал, что все это было лишь частью его пари. Через неделю Джек, следуя своему плану, сделал Эмили предложение. Она была на 7-м небе от счастья, не подозревая о том, что на самом деле стала жертвой пари. Она с радостью согласилась стать его женой, и Джек, хотя и испытывал угрызения совести, был доволен тем, что его друзья не смогут его упрекнуть. Однако однажды все изменилось. Эмили случайно подслушала разговор Джека по телефону с его друзьями, где он смеялся и обсуждал их спор. Она не могла поверить своим ушам, когда услышала, как Джек с сарказмом обсуждает ее вес и говорит о том, что это всего лишь шутка. Сердце ее разбилось от предательства, и она почувствовала, что ее обманули. Вместо того, чтобы сразу же разорвать отношения, Эмили решила не показывать своих чувств и отомстить Джеку. В день свадьбы, когда все гости собрались, чтобы отпраздновать это событие, у Эмили спросили, готова ли она стать женой Джека. Она, собравшись с силами и вспомнив о том, что произошло, с улыбкой произнесла: «К сожалению, я не готова и скажу нет, так как у Джека очень маленькое мужское достоинство». Эти слова потрясли всех присутствующих. Гости сначала замерли от шока, а затем разразились смехом. Джек покраснел от стыда и не знал, куда себя деть. Он не ожидал, что Эмили так ответит, и его репутация была подорвана в один миг. После этого случая над ним все смеялись, и его друзья начали шутить о том, как он потерял не только спор, но и уважение окружающих. Эмили покинула свадьбу, оставив Джека наедине с его позором и насмешками друзей. Этот случай стал настоящим бумерангом. Джек, который всегда считал себя ловким и хитрым, столкнулся с последствиями своих действий. Он понял, что не стоит играть с чувствами других людей ради забавы и что за каждое действие следует платить. В последующие дни Джек пытался оправиться от унижения. Он осознал, что его прежняя жизнь, полная роскоши и беззаботности, не имела смысла, если он не уважал людей вокруг себя. Эмили, с другой стороны, стала символом силы и уверенности. Она не только показала Джеку, что нельзя манипулировать чувствами других, но и доказала, что настоящая любовь не может быть основана на корысти и эгоизме. Вот такая удивительная история. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.